Привет, армия. Легко заметить разницу между просто другом и тем, кто значит для тебя больше, особенно когда речь идет о Чингуке и Тэхёне. Мы ясно увидели это, когда они вместе приехали в аэропорт. С самого начала мы чувствовали их энергетику, их уникальное чувство близости. Это не было чем-то преувеличенным или выдуманным. Мы сразу почувствовали, что между ними есть особая связь. И нет, это не имело никакого отношения к теориям, которые некоторые люди пытались создать. Как только они появились, некоторые фан-группы начали комментировать вещи, которые не имели смысла, особенно те фанаты, которые всегда пытаются упростить сложные вещи. Как уже много раз случалось, они пытались отвлечь внимание беспочвенными слухами, говоря, что Тэхён и Чингук не были по-настоящему близки или что они редко разговаривали друг с другом. Но эти комментарии теряют смысл, если мы внимательно понаблюдаем за тем, как они ведут себя друг с другом. Разница очень заметна, когда Чингук с Тэхёном. Это не только физическая близость, это то, как они смотрят друг на друга, как они координируют свои действия, не говоря ни слова, то, как естественно они делят пространство, все кажется таким гармоничным. Они кажутся удобными, они хорошо знают друг друга, им нравится общество друг друга, даже в таком общественном месте, как аэропорт, полный камер. Если сравнить это с другими моментами, например, когда Чингук был в аэропорту с Чимином, контраст очевиден. В один из таких моментов, как во Вьетнаме, Чингук был замечен идущим на несколько шагов впереди Чимина, каждый из них шел поодиночке, почти не взаимодействуя. Но когда они с Тэхёном, это не так, они двигаются вместе, синхронно, как будто не хотят упустить ни секунды. Самое поразительное, что, несмотря на то, что многие люди пытаются отрицать их отношения или выдумывать другие истории, каждый раз, когда они появляются вместе, связь остается неизменной. Дело не только в том, чтобы быть в одном и том же месте, это в том, как они смотрят друг на друга, в том, как они слегка улыбаются, как синхронизированы их шаги. Для тех, кто внимательно следил за их отношениями, это неудивительно. Тэхён и Чингук разделяли уникальные моменты на протяжении многих лет, и хотя они не всегда перед камерой, когда они там, доверие, привязанность и любовь ощутимы. Некоторые могут не принимать это, им неприятно видеть их так близко, или они настойчиво создают конфликт там, где его нет. Но правда в том, что пока другие разговаривают, они движутся вперед, делясь своим временем, пространством и близостью. Мы не можем не упомянуть то, что продолжает быть источником большой гордости для всех поклонников. Тэхён теперь официальный амбассадор Coca-Cola. Видеть, как он позирует для фотосессии, было поистине особенным. Он выглядел комфортно, уверенно и с его неизменной подписью, расслабленной улыбкой, спокойным взглядом. Все в нем излучает сочетание элегантности и простоты, что отличает его от других. За эти годы Тэхён построил солидную карьеру. Он доказал, что не только талантлив, но и ведет жизнь, которая меняет мир. Он всегда добр, он тот, кто он есть. Он не притворяется тем, кем не является. И, возможно, именно поэтому ему удается найти общий язык со столькими людьми, ведь дело не только в известности, дело в том, чтобы оставаться верным себе, даже когда все на тебя смотрят. Что ж, если задуматься, было бы здорово представить проект, в котором он и Чингук снимаются вместе в рекламной кампании. Представьте себе, Тэхён представляет такой известный бренд, как Coca-Cola. Это не первый раз, когда мы видим их в подобной обстановке, непринужденно проводящих время с бутылкой в руке, улыбающихся или просто отдыхающих, как обычно. Подобные сцены уже были в прошлом, когда они появлялись вместе в рекламе или за кулисами, расслабленные, демонстрирующие связь, которая всегда была между ними. Так что неудивительно, если однажды мы снова увидим Тэхёна и Чингука вместе как пару. И говоря о спонтанных моментах, невозможно не вспомнить недавний случай в аэропорту. Видео, собравшее множество комментариев, демонстрирует очень простую, но содержательную сцену. Тэхён останавливается, наклоняется и поднимает с земли небольшой листок бумаги. Он не просто самый красивый мужчина в мире, как часто утверждают. Он еще и тот, кто действует с совестью и уважением, даже когда перед ним нет камеры или его об этом никто не просит. Именно это в нем и выделяется. Его поступки, какими бы незначительными они ни были, демонстрируют неизменную приверженность хорошему примеру. Вот почему его так любят, потому что за пределами сцены софитов и наград он остается тем, кто заботится об окружающей среде, о людях вокруг него и о том, как он может внести свой вклад даже самыми простыми способами.
И, конечно же, когда мы говорим о нем, невозможно не вспомнить о Чингуке, потому что многие уже давно заметили, как сильно они связаны. Дело не только в том, что они работают вместе или хорошо смотрятся на фотографиях. Между ними есть что-то более глубокое, более настоящее, связь, которая очевидна в каждом взгляде, в каждом их жесте. Иногда они окружены людьми, иногда на них направлены камеры, но их близость остается неизменной. Они ищут друг друга, они смотрят друг на друга, они прикасаются друг к другу естественно, как будто мир исчезает на мгновение. Для тех, кто следил за ними годами, эта связь неудивительна, она всегда была, просто теперь она более реальна, и ее невозможно подделать. Их близость не кажется запланированной или стратегической, она ощущается подлинной, как отношения, построенные на доверии, уважении и искренней привязанности. Некоторые могут воспринять это как игру, как часть представления, но стоит только внимательно прислушаться, чтобы понять, что она гораздо глубже. Когда они вместе, все кажется естественным, и это заметно даже в тишине. Потому, как они сидят рядом друг с другом, потому, как они опираются руками за спиной, потому, как они смеются над вещами, которых никто не понимает, все это показывает связь, которая росла со временем, которая выдержала слухи и остается крепкой без необходимости объяснений. Вот почему каждый раз, когда появляется обновление или новый момент, которым они делятся, фанаты радуются, не потому, что они что-то навязывают, а потому, что они понимают, что есть. Прочная связь с историей, выдержавшая испытания временем и взглядами окружающих. Тэхёна определяют не только его публичные моменты, есть еще и закулисная история, которая кажется интуитивно понятной, пусть даже не всегда очевидной. В том, как Тэхён и Чингук взаимодействуют друг с другом, есть что-то совершенно особенное. Дело не только в том, что они делают вместе, но и в том, как они это делают. Если внимательно понаблюдать, можно заметить, что между ними есть определенные жесты, которые повторяются со временем. Это не то, что можно делать с кем попало, это закономерности, которые возникают, когда они находятся рядом друг с другом, как будто их тело реагирует без особых раздумий. И это самое интересное, они не притворяются, это не выглядит наигранным, это не похоже на часть представления. Это происходит естественно, своего рода язык, понятный только им, и который фанаты научились узнавать. Например, нередко можно увидеть, как они прикасаются друг к другу без какого-либо дискомфорта, как будто это что-то общее между ними. Прикосновение к руке, ладонь к плечу, способ наклониться, не требующий объяснений. Они делают это не для того, чтобы привлечь внимание. На самом деле, это часто происходит, когда они думают, что никто не смотрит, или когда они отвлечены. Иногда это просто взгляд, нежный жест. Но те, кто следит за их историей, знают, что за этими короткими моментами скрывается гораздо больше. Потому что, когда два человека хорошо знают друг друга, им не нужно ничего говорить, чтобы понять друг друга. И это то, что больше всего выделяется в отношениях Тэхёна и Чингука – легкость, с которой они находят друг друга, понимают друг друга и поддерживают друг друга. На мероприятиях, презентациях или трансляциях бывают моменты, когда становится ясно, что они полностью на одной волне. Если один поворачивается, другой уже смотрит на него, если один смеется, другой уже улыбается. Если Тэхён наклоняется в сторону, Чингук без колебаний подстраивается, это происходит само собой. В их жестах есть что-то знакомое, намекающее на то, что они провели много времени вместе и им комфортно в этой близости. Их движения, паузы, даже молчание словно сливаются воедино. Самое поразительное, что это почти не меняется, когда они находятся перед другими людьми. Пусть вокруг них камеры, ведущие, даже тысячи кричащих фанатов, но они остаются прежними. Они не притворяются и не устраивают шоу, чтобы произвести впечатление. Они двигаются свободно, кажется, что пространство вокруг них не имеет значения, когда они рядом. И именно в такие моменты вы особенно остро ощущаете настоящую связь между ними. Потому что дело не только в том, как хорошо они выглядят вместе или делят сцену, дело в том, как они заботятся друг о друге, как понимают друг друга, как выстроили отношения, выдержавшие испытания временем и во всем, что приходит со славой.